Друзья, всем привет! Вы снова на канале На карте мира, и у нас для вас сюрприз. Сегодня мы в Крунг Тхеп Маханакон, он же Бангкок. Дело в том, что в феврале 2022 года столицу Таиланда решили переименовать. И теперь она называется Крунг Тхеп Маханакон, что с тайского языка переводится как «Город ангелов», «Великая столица». Это самый большой мегаполис Таиланда, в котором проживает порядка 6 миллионов человек. Но это из официальных источников. Кажется, что намного больше. Ну что, друзья, а вот мы и в Бангкоке. Любимый Таиландушка, встречай. Одно из главных преимуществ этого аэропорта то, что сразу внизу под ним находится ветка метро. И можно доехать в самый центр без помощи такси, без помощи автобусов и без всяких пробок. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь в конце мы дадим вам полезный совет, как не покупать в аэропорту сим-карты по 1000 бат, а брать их намного дешевле. Вот, вполне цивилизованно, стоим в очереди, ждем своей посадки. Мы наконец-то доехали, это было жестко, но мы это сделали, и мы в любимом Таюшке в Бангкоке. А поселились мы вот чуть-чуть подальше, у нас будет отель. И вот достопримечательность новая, это башня Маханакон. Башня Маханакон строилась 5 лет и открылась в 2016 году. Высота ее составляет 314 метров. Это второй по высоте небоскреб в Бангкоке. На строительство этой башни, по разным данным, было потрачено от 515 до 640 миллионов долларов. Представляете? И сейчас стоимость квартир в этом доме колеблется от 1,1 до 17 миллионов долларов. Это просто какие-то немыслимые деньги. Кто-нибудь знает еще квартирки подороже? Напишите в комментариях, где. И вишенкой на торте будет смотровая площадка, которая находится наверху, и стеклянный пол на ней. Это, друзья, просто невероятное ощущение. В этот раз мы, к сожалению, не попали, но показываем вам фотографии с прошлого нашего посещения этой площадки Маханакон. Вы будете удивлены, но Крунг Тхеп Маханакон – это сокращенное название от полного местного названия города, которое, между прочим, включено в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название столицы. Полностью название столицы состоит из 168 знаков и звучит как Крунг Тхеп Маханакон, Амон Ратанакосин, Махин Тхарая Утхая, Махадилок. И еще много-много букв. В переводе это означает «город ангелов», «великий город», «город вечное сокровище», «неприступный город бога Индры», «величественная столица мира, одаренная 9 драгоценными камнями», «счастливый город, полный изобилия, грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог», «город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом. Вот он, многоуровневый Бангкок. Друзья, вот здесь буквально в 100 метрах от Маханакона, от этих высоток, еще остались у людей вот такие вот небольшие домики частные. Если видите вот такие цветочки, это значит, что рядом где-то располагается храм. Это для преподношения богам. Каждый день они вешают там цветочки. Красный горит. Идем по какой-то пешеходно-автомобильной улице. Она вроде бы и рынок,
А вроде бы и улица. Почему тебя в этот понесло? А, Сиам Хаус, потому что. Давай. Пока гуляем, нашли вот эту улицу пешеходно-автомобильную, как я и говорил. И здесь вот в меню нашли наконец-то-таки том-ям в Таиланде. И сколько он тут стоит, Валь? 160 бат. То есть с креветками 180. 180 бат. Классно. Это умножаем на 2 и столько рублей. 360. Вот он. Выглядит вообще Оп. супер. Класс. Сейчас будем пробовать и скажем, подходит ли цена к качеству. Я себе заказал рис с неострым карри, но мне принесли острый соус. Вот это, друзья, имейте в виду, это обожжет вам весь рот. Чесночок. А есть еще такой же, только с красным перцем, тот еще и глаза выжжет. Про употребивших такой соус обычно говорят: вечером дракон, утром ракета. Вале принесли том-ям. Он должен быть не острый. Да, он шикарный. Чтобы понимать размер тарелочки. Обалдеть. Креветки какие, посмотри, огромные. Оу, yeah. Такой шикарный вообще. Да. Я хотела вот именно вот этого. Есть попадание? 100%. Отлично. И вот такие креветки тоже встречаются в том-яме. Класс. Сфоткать. Вот такая улочка. Друзья, вот каждое здание — это отдельное заведение. И здесь их целая. Ого. Так, получается, мы рано. Ну ладно, зато мы не голодные теперь. Что за язычки? Может быть, так мясо вялится? А тут мухи же Смоканные. Смотри, вон там жуки вообще. По поводу того, почему здесь очень много проводов. В общем, тут история такая, что если один из проводов рвется, абонент говорит, у меня провод порвался, то компания просто тянет ему еще один, так как искать в этом обрыв провода, ну, просто не представляется возможным, проще протянуть сразу новый. Кручу-верчу, запутать хочу. Александр Сергеевич сейчас побывал в Таиланде на ваших глазах. А если вы хотите мегаполис, чтобы был зеленый, то это вам точно в Бангкок. Здесь с этим все в порядке. И с достопримечательностями тоже. Сразу переплыли. Это, оказывается, был паром через реку. Он стоит 5 бат.
И здесь целый зоопарк. Но я не говорю это только про кошечек, а здесь прям птички всякие, котики и вот такие вот ящерицы. Красного цвета, оранжевого, кирпичного такого цвета они. Смотри, там еще какой. Вон там зелененький сидит. Так, здесь у нас вот такая птичка, похожа на афганского соловья. Ну и вот там тоже птички, котики сидят. Прям небольшое такое приключение за 5 бат. Ну что ж ты прям руками в тарелку-то лезешь? Ложку возьми. И вот здесь домики, которые стоят прямо на воде. Вот у него нет фундамента, там вбит какой-то столб. И все. Полноценный дом прямо на воде. На самой, что ни на есть, первой линии реки. И вот такие храмы встречаются возле домов. Здесь люди делают приношения. Ну а здесь, видимо, по-тайски написано что-то про вот это дерево. Очень древнее. Ну, в охвате где-то 1,20 м, наверное, будет. И здесь же вот по пути с этого причала можно перекусить. И вот так вот живут местные тайцы. Пожалуйста, 30 бат стиральная машинка. Положите деньги в бокс и берите, пожалуйста, за 30 бат вот такую вот связку бананов. Ну класс. Торговый центр Icon Siam. Напоминает рынок. Открытый рынок большой. В Icon Siam мы вернемся чуть позже, а сейчас приглашаем прокатиться на пароме по реке Чаопхрая. Выходим из Icon Siam и сейчас пойдем на причал и сядем здесь на уже туристическую лодочку, прокатимся на ней. А это река Чаопхрая. Она является основной водной артерией в Таиланде. Ее протяженность составляет 1200 километров. Она вбирает в себя множество крупных и мелких рек, очленяет огромное количество проток, соединяясь с бесчисленным количеством каналов, пронизывающих всю долину и орошающих миллионы гектар рисовых полей. Бангкок можно назвать азиатской Венецией. В результате тропических ливней уровень реки поднимается на несколько метров, затапливая обширнейшие пространства низменной долины и нанося на них плодородный ил. Такого рода ежегодные подъемы воды, напоминающие разливы Нила, определяют успех рисоводства, а тем самым и благосостояние большей части населения. Ведь рис всему голова, как говорят в Таиланде. Столь же важны эти паводки и для пресноводных рыб, которые используют этот период для нереста, в дальнейшем для развития икры, личинок и мальков. Разнообразие архитектуры
в Бангкоке на реке Чао Пхрая поражает воображение настолько, насколько это возможно. Ты просто не успеваешь вертеть головой. Здесь храм, здесь церковь, здесь небоскреб. А вот здесь, в таких лачугах, в таких бараках на воде, живут тоже люди у подножия этих небоскребов. Наш паромчик стоит 30 бат в одну сторону, можно прямо тут же купить и обратный билет. Мы поплыли сначала в одну сторону, до конечной доплыли и решили, что мы хотим обратно, хотим еще, не хотим выходить, и поэтому мы взяли прямо же здесь билет в обратную сторону до торгового центра Icon Siam. Я рекомендую от Icon Siam отплывать где-то 17:40, отходит паромчик, и обратно плывет. Вы сначала проплываете днем, а потом уже в вечерних закатных красках розовых увидите всю эту красоту немножко с другой стороны. Удивительно, как многое значит свет. С закатом солнца меняется настроение, все вокруг становится каким-то другим. Все здания становятся другими, они выглядят по-другому. Солнце уже не так жарит, и можно выйти на улицу. Другое настроение, ты понимаешь, что день подходит к концу. И самое важное в такой момент, когда эмоции переполняют тебя, самое важное помнить, что это твои ноги привели тебя в это конкретное место, где ты сейчас находишься. Мы все творцы своей судьбы. Поэтому, друзья, призываю вас, путешествуйте как можно чаще. Ведь самое ценное в нашем ресурсе – это время. Так давайте проводить его, получая яркие эмоции, друзья. А что нам приносит положительные эмоции? Ну, конечно же, вкусная еда. И ее здесь предостаточно. Сейчас взяли запеченные бананы гриль с карамелью. Валя пробует. Да? Вкусно? Вот так вот их молоточком размещают, раздавливают. И потом получаются вот такие вот палочки. Шашлычки. И дальше поливают карамелью и угощаются люди. На, пробуй. Да, как вы думаете, как правильно есть манго? Манго правильно есть с рисом. А выше этажом обычный торговый центр, но он 8-этажный, друзья. Просто огромный. Снаружи он таким не выглядит. Еще один из классных видов, который открывается здесь в Icon Siam. На 7-м этаже находится, рядом со Старбаксом. Такой здесь сад подсвеченный. Из иконы Сиама на другую сторону можно перебраться на вот таком бесплатном шаттле. Он тоже как маршрутка. И довезет вас на причал по другую сторону реки.
Валя, а вот как ты вдруг решила, что вот так сидеть и на дороге и есть это нормально? Для тебя же это никогда не было нормально. Я просто как бы увидела, что все едят так. И рискнула, это очень вкусно. Прям. Вот ждем. Сегодня здесь ели, вот тут в соседнем, вот такой шикарнейший том-ям. Просто Да, том-ям был что надо. лучше я не ела. Сейчас будем пробовать рыбу в кисло-сладком соусе. Вот про такие храмы мы говорили. Обязательно стоит бутылочка лимонада открытая с трубочкой. И цветочки вот такие. Друзья, по поводу SIM-карт. Значит, когда вы прилетаете в аэропорт, вас встречают радостные операторы. Предлагают по 1000 бат пакет без лимита на месяц. Все очень просто. Заходите в любой 7-Eleven, подходите к кассиру, говорите, что вам нужна симка, и за какие-то 350 бат получаете на месяц безлимитный интернет и звонки на все сети в Таиланде. Класс. 7-Eleven. Вот еще не очень тут, конечно, то, что здесь нет тротуаров, но тебя объедут в любом случае. За это переживать все-таки не стоит. А это если у тебя есть две машины, как припарковать два автомобиля на таком маленьком участочке. Поднял один, под него загнал еще один. А здесь, видимо, живут богатые какие-то тайцы, вон все в заборах. Тоже селф-сервис. Берешь бананчики, кладешь деньги и кушаешь, наслаждаешься. Можно поесть вот так вот вдоль дороги. Тут же едят. Друзья, посуду моют вот в таких тазах. Как бы мы ни старались уместить все в одну серию, не получается, друзья. Поэтому второй серии про Бангкок быть. Она будет совсем скоро. А пока что рекомендуем вам посмотреть видео из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы побывали в Дубае и в Абу-Даби, откуда и прилетели в Бангкок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья.